Путин прокомментировал возможный уход Лукашенко с поста президента и рассказал причины, которые послужили этому. Александр Лукашенко заявил, что он хочет уйти от власти. «Я поддержу любое его решение», — сказал Путин. Также он сказал, что на нынешнего президента Беларуси обрушилось большое количество агрессии со стороны уроженцев Беларуси, появилось огромное количество недоброжелателей, также посыпаются вечные угрозы в адрес Лукашенко и его семьи. По словам Путина, белорусский президент переживает, боится за родных ему людей и не готов подставлять близких под шквал бесконечной агрессии со стороны протестантов и готов покинуть пост президента в ближайшее время. Но кто будет следующим лидером? Возможно, к власти придет Тихановская, но все это пока что остается неизведанной загадкой для нас. Остается лишь ждать и наблюдать за происходящим. Также Путин добавил, что если в России была такая же ситуация, как сейчас происходит в Белоруссии, он незамедлительно также бы ушел с поста президента ради народа и его процветания. А как вы думаете, уйдет ли Лукашенко с поста президента и кто будет следующим? Напишите ваше мнение в комментариях. В частности, причиной агрессии народа Белоруссии к нынешнему президенту Александру Лукашенко послужило то, что Светлана Тихановская, лидер оппозиции, выдвинула Лукашенко ультиматум, который, естественно, поддержали многие жители Беларуси. Как все мы знаем, Лукашенко занимает очень шаткое положение. Белорусский лидер настолько дискредитировал себя и свой режим, что остался без поддержки как внутри своей страны, так и за ее пределами. Таким образом, его уход стал лишь вопросом времени. Политологи и другие специалисты считают, что президент Беларуси Александр Лукашенко утратил доверие даже самого верного союзника – России. Аналитики убеждены, что в Кремле не хотят подставляться под новые санкции Запада за его поддержку и уже готовы переориентироваться на новую белорусскую власть. Евросоюз же отказался признавать Лукашенко легитимным главой государства, из-за чего он лишился возможности полноценно представлять свою страну на международной арене. В связи с этим единственным выходом для батьки осталось лишь ненадолго отсрочить закат президентской карьеры. Более того, телеграм-канал «Незыгарь» сообщил, что приблизительная дата отставки белорусского лидера уже известна, он покинет свой пост в феврале. Однако это не означает, что Александр Лукашенко поднимает белый флаг. На самом деле он задумал хитрый и проверенный опытом многих стран план, который заключается в банальной смене стульев. СМИ пишет, что Лукашенко подготовил для себя место генерального секретаря Всебелорусского народного собрания. При этом оно получит статус высшего государственного органа. Кроме того, батька планирует отказаться от выборов президента и референдума. Граждане смогут выбирать лишь депутатов парламента, которые, к слову, намерены сделать однопалатным. Эксперт Межуев оценил вероятность революции в Белоруссии при Байдене. После инаугурации Джо Байдена постсоветское пространство может ждать череда революций, заявил политолог Борис Межуев. Эксперт не исключил, что резкая дестабилизация ситуации произойдет в Белоруссии. Братскую республику политолог назвал очень уязвимым местом. Тем не менее, он считает вероятность революции в Белоруссии невысокой. Президент Александр Лукашенко проводит жесткий курс, к тому же в республике велико влияние России, пояснил аналитик. Напомним, что в ходе предвыборной гонки Джо Байден назвал Александра Лукашенко диктатором. Демократ раскритиковал Дональда Трампа за отсутствие реакции на события в Белоруссии. Евросоюз призвал избранного президентом США Джо Байдена к содействию в деле смены власти в Беларуси. Избранный главы Белого дома поддержал бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую. Он осудил власти Белоруссии за насилие над протестующими. Тихановская заявляла, что планирует встретиться с Байденом на его инаугурации 20 января. По словам политика, избранный президент пригласил ее на церемонию. Однако представлять Белоруссию будет сотрудник посольства. А как вы думаете, уйдет ли Лукашенко с поста президента? Руководствуясь последними данными, мы можем с легкостью предположить, что Александру Григорьевичу осталось совсем недолго находиться на посту президента. Что же будет с Белоруссией дальше, если все обернулось против Лукашенко? Да и в сторону Тихановской сыпятся одни негативные высказывания. Напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. В частности, причиной агрессии народа Белоруссии к нынешнему президенту Александру Лукашенко послужило то, что Светлана Тихановская, лидер оппозиции, выдвинула Лукашенко ультиматум, который, естественно, поддержали многие жители Беларуси. С нас хватит.
Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум и дала на выполнение 13 дней. В случае отказа властей от уступок вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом, предупредила Тихановская. 26 октября начнутся национальная забастовка всех предприятий и блокировка всех дорог, что, по ее словам, приведет к обвалу продаж в государственных магазинах. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест, добавила она. Лидер оппозиции в изгнании. 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, по итогам которых Александр Лукашенко, бессменно правящий страной уже 26 лет, вновь провозгласил себя победителем. По данным ЦИК Беларуси, он набрал 80% голосов, однако этим цифрам в стране мало кто верит. Достоверных рейтингов кандидатов не было, но по данным некоторых организаций, пытавшихся вести наблюдение за подсчетом голосов, большинство избирателей проголосовали за его основного соперника, Светлану Тихановскую. Выборы проходили со множественными нарушениями, местных наблюдателей не пускали на участки, международные вообще не были приглашены. Через пару дней после выборов Тихановской пришлось покинуть страну, и сейчас она находится в Литве. За месяцы вынужденного изгнания она записала несколько обращений к белорусам, выступила в ООН и ПАСЕ, а также встретилась с несколькими лидерами европейских государств, включая Ангелу Меркель. С августа в Беларуси не прекращаются массовые протесты, подавляемые полицией с применением водометов, светошумовых гранат и перцового газа. Сотни людей были задержаны и жестоко избиты. Запад не признает итоги выборов в Беларуси. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на встрече в понедельник обсуждали введение персональных санкций против Лукашенко, но пока ограничились предупреждением. Лукашенко, конечно, пытался договориться с лидерами оппозиции, но все попытки не увенчались успехом. Лукашенко встретился с лидерами оппозиции в СИЗО КГБ. Тихановской разрешили поговорить с мужем. Конституцию на улице не напишешь. Это слова президента, членам так называемого Координационного совета и Объединенного штаба, говорится в телеграм-канале Пул-1, близкого к пресс-службе Лукашенко. О встрече также сообщило государственное информагентство Белта. Судя по фотографии, распространенной телеграм-каналом Пул-1, на встрече с главой государства присутствовали 11 человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член Президиума Координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский. По словам члена Президиума Координационного совета оппозиции Павла Латушко, этой встречей президент Лукашенко практически признал задержанных лидеров оппозиции политзаключенными. Диалог, круглый стол в СИЗО – это абсурд. Вести диалог по Конституции в тюрьме КГБ. О какой Конституции может идти речь? Фактически тех лиц, которые приняли участие в сегодняшнем диалоге, Лукашенко признал в качестве политических заключенных. Это проявление его слабости. Прошу вас подписаться на канал и поставить лайк, если видео вам действительно было интересным.